Когда пожилой Михаил Петрович начал копать вокруг своего дома глубокую траншею, соседи решили, что старик окончательно выжил из ума. Его небольшой деревянный дом стоял на краю поселка, почти у самой реки, и все знали, что весной вода иногда подбиралась к огородам. Но никто никогда не видел, чтобы человек добровольно превращал собственный участок в странную крепость. Михаил Петрович сначала снял верхний слой земли вокруг дома, потом начал углублять канаву почти на метр. Затем он привез старые бетонные блоки, кирпичи, металлические трубы и несколько тонн песка. Работал каждый день с раннего утра, хотя спина уже давно не позволяла ему делать тяжелую работу. Сосед Сергей однажды остановился возле забора и спросил: «Михаил Петрович, вы что, собираетесь спрятать дом в траншею?» Старик улыбнулся и ответил: «Нет, я собираюсь поднять его выше воды». Сергей рассмеялся так громко, что его услышали на соседней улице. «Вода до вашего крыльца раз в 10 лет доходит, а вы строите Ноев ковчег». После этого шутка разлетелась по поселку. Кто-то говорил, что старик сошел с ума, кто-то советовал ему продать дом, пока покупатель не увидел его странный участок. Но Михаил Петрович никому ничего не объяснял. Он продолжал работу. Через 2 недели вокруг дома появилась деревянная палубка, а под фундаментом начали один за другим появляться домкраты. Люди останавливались у дороги и смотрели, как старик медленно поднимает собственный дом. Сначала на несколько сантиметров, потом еще выше. Казалось невероятным, но дом действительно поднимался. Двери перекосились, окна пришлось временно снять, а старик несколько ночей ночевал у своего племянника. Когда дом оказался почти на полметра выше прежнего уровня, соседи уже не скрывали насмешек. «Он что, решил жить на 2-м этаже без 1-го этажа?» — шутили подростки. Михаил Петрович лишь проверял уровень и продолжал работу. В итоге дом поднялся почти на метр. Под него он установил массивные бетонные опоры, а вокруг участка построил невысокую дамбу. Но на этом он не остановился. Он выкопал 2 дополнительные канавы, ведущие от дома к старому оврагу, и соединил их с системой водоотвода. В центре участка сделал небольшой закрытый резервуар, куда должна была уходить лишняя вода. Когда соседи спросили, откуда он вообще взял эту идею, старик впервые перестал улыбаться. «Мой отец погиб во время большого наводнения», — тихо сказал он. «Тогда вода поднялась за несколько часов. Мы потеряли дом, скот и почти всю деревню. Я с тех пор помню, как быстро вода может превратить землю в реку». Но никто не придал его словам большого значения. Прошло лето. Осень выдалась необычно дождливой, а зима принесла огромное количество снега. Старики в поселке говорили, что такой зимы не было десятки лет. В марте резко потеплело. Днем температура поднялась выше 10 градусов, а ночью начался сильный дождь. Снег стал таять одновременно с ледяным затором на реке. Утром вода уже стояла возле первых домов. К обеду затопило дорогу. К вечеру отключили электричество. Люди сначала не испугались. Они привыкли к весенним разливам и думали, что вода скоро остановится. Но ночью раздался глухой грохот, после которого река буквально вышла из берегов. Вода хлынула на улицы. Она снесла деревянный мост, перевернула сараи и понесла автомобили. Сергей проснулся от криков жены. Когда он открыл дверь, вода уже доходила до ступеней. Он бросился будить детей и попытался вывести их через двор, но там течение было настолько сильным, что невозможно было сделать и нескольких шагов. В этот момент он вспомнил старика. Дом Михаила Петровича стоял на возвышении и был окружен дамбой. Но Сергей не верил, что она действительно выдержит. Он позвонил соседям, и вскоре несколько семей начали пробираться к дому старика. Вода поднималась каждую минуту.
Люди тащили детей на руках, несли документы и самые необходимые вещи. Кто-то добрался на лодке, кто-то шел по крышам машин. Когда первые люди подошли к участку Михаила Петровича, они увидели невероятную картину. Вокруг его дома действительно бушевала вода, но сам дом стоял сухим. Дамба удерживала основной поток, а вода уходила по заранее вырытым каналам. Во дворе было место для десятков людей. Старик открыл дверь и сказал только одно: «Заходите. Я вас ждал». Сергей застыл на крыльце. «Вы знали, что это случится?» — спросил он. Михаил Петрович покачал головой. «Нет. Я знал только, что однажды случится потоп». За следующие несколько часов в его дом пришли почти все жители ближайшей улицы. В гостиной, на кухне и даже на чердаке люди сидели плечом к плечу. Старик заранее запас питьевую воду, консервы, свечи, лекарства и топливо для генератора. У него даже был радиоприемник, по которому он слушал сообщения спасателей. Михаил Петрович рассказал, что много лет изучал эти земли и понял, что нынешние дома построены прямо на месте старых водоотводных каналов. Именно поэтому он выкопал свои канавы в тех местах, где они когда-то существовали. На третий день вода начала спадать, и спасатели обнаружили, что одна часть поселка пострадала значительно сильнее остальных. Несколько домов были разрушены полностью. Дом Михаила Петровича оказался практически невредим. Однако старик не стал праздновать свою победу. Он собрал соседей и сказал: «Я спас только свой дом, потому что не мог один перестроить весь поселок, но теперь мы можем сделать больше». Через несколько дней, когда вода ушла, жители впервые увидели, что именно сделал старик. Его участок оказался частью огромной естественной системы отвода воды. Если соединить его каналы с соседними низинами, можно было защитить большую часть улицы. Те самые люди, которые еще несколько месяцев назад смеялись над ним, теперь сами пришли просить помощи. Сергей первым подошел к старику и опустил глаза. Михаил Петрович посмотрел на него и усмехнулся. «Ничего. Главное, что теперь знаете, зачем я копал». Через год весь поселок изменился. Люди восстановили старые каналы, укрепили берег и построили общую защитную дамбу. А дом Михаила Петровича стал местом, где во время сильных дождей собирались жители и вместе проводили время. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.